Здравствуйте, дорогие рукодельницы, мои любимые подписчики и гости канала. Сегодня у меня большая радость. Я получила линейку гексагоны. И я теперь могу гексагоны вырезать, просто отметить точечками, где мне нужно. И вырезать такого размера, какого я задумала. Вот, и теперь я их просто соединяю между собой. И у меня получается гексагон. Я решила истратить остатки своей рогожки. У меня уже тут остались маленькие кусочки. Здесь они у меня проклеены клеевой тканью, потому что рогожка не очень стабильный материал. Вот, красота же. По поводу такой линейки с гексагонами, на Алиэкспресс в поиске забейте линейки для пэтчворка, и вам выйдет много вариантов. Выберите себе по цене, по размерам. Отзывы посмотрите. Ну, точно так же, как это делала я. Я ссылки не буду оставлять на магазин, потому что я уже месяц назад заказывала. Может, там и нету уже этих линеек, или цена поменялась. Короче, не буду я рекламировать этот магазин. Найдите себе сами. Я взяла кружочек, у меня уже заранее был вырезан, еще с лета. Диаметр тут 8 сантиметров. Просто вот рисую кружок, чтобы мне на него ориентироваться. Я буду вышивать. Беру иголку с ниткой. Нитки я вот использую, я уже показывала неоднократно. Это нитки называются коко. Это тонкие вязальные нитки. Я по этому кругу буду ориентироваться, но я буду просто внутри этого круга козликом вышивать. Я немножко покажу для тех, кто недавно присоединился к моему каналу. А вообще я в описании оставлю ссылочку на видео, где я много декоративных стежков вышивальных показываю. Так что вы сможете посмотреть поподробнее. Я решила в этот раз белыми нитками вышивать, но в принципе можно любыми, и разноцветными, и в одном тоне делать, как вам захочется. Вот здесь я тамбурным стежком вышиваю. Немножечко у меня узелок там мешал воткнуть иголку. Вот, ну, показываю опять прям поближе, чтобы было видно, что это за тамбурный стежок. По-быстренькому на ускоренном. Я в 2 раза ускорила видео здесь, чтобы не занимать ваше время. Ну и вот здесь вот закрепочный стежок. Меня, кстати, кто-то из моих подписчиков научил, что этот стежок называется закрепочный. Я его просто называла галочкой. Ну вот галочка, закрепочный стежок. Ну вот я чередовать буду вот эти тамбурные цветочки и вот эти галочки. У меня вот такие вот обрезки тюля остались. И я из них вот вырезаю цветочки, элементы, которые мне нужны. И буду их использовать в украшении своих гексагонов. Можно только вышивкой обойтись, можно наоборот только такие аппликации пришить. Я решила совместить. Просто ниточку тоненькую беру и прихватываю там, где мне надо, и чтобы моя эта красота вся держалась и не отвалилась. Совершенно незаметно получается. В результате уже видно, что получается что-то симпатичное. Ну и я беру другой гексагон, и в нем уже побольше у меня аппликации, поменьше вышивки. Но вышивку вот тоже делаю, конечно, потому что хочу, чтобы все-таки было понаряднее и больше было ручной работы. Да и повышивать хотелось, если честно. Здесь уже стебельчатый шов я показала, и вот французский узелочек делаю тоже, чтобы понятно было, что я делаю. Вот такой в результате получился рисуночек. Я, кстати, не сказала, у меня гексагоны со стороной вот 5,5 сантиметров. Вот, 5,5. Вот такие я сделала картиночки. Какие-то побольше вышивки, какие-то поменьше вышивки. Вот такой вот. И вот такой вот. Вот. И я вырезала гексагоны еще со стороной 8 сантиметров. Вот из обычной белой тоненькой хлопковой ткани. Я беру свой вот белый гексагон. Сверху него кладу вот так вот свой вышитый гексагон. И прикрепляю булавочками один к другому, чтобы они не смещались друг относительно друга. Вот теперь заворачиваю краешек. Можно даже загладить, но не обязательно. Берем ниточку, узелочек прячем внутри. Вот сюда, с изнанки, узелочек, вот он у меня. И
И потайным стежком пришиваем наш вот этот вот завернутый краешек. Что значит потайным стежком? Вот смотрите, я вкалываю рядышком и провожу иголку внутри вот этой моей детали из рогожки. И вывожу сюда опять. Опять вкалываю сюда в рогожку и вывожу сюда опять в краешек белый. В результате с этой стороны у меня нитки не видно. Ее нет. Она и с этой стороны особо тоже не видно. И вот я таким потайным стежком пришиваю весь краешек белой ткани. Дохожу до уголка. Точно так же вдвое заворачиваю, огибаю. Здесь вот уголок свой прихватываю. Буквально 2 стежочками я его закрепляю, чтобы он вот покрепче был, и все. Вот и пошли точно так же потайным стежком обшивать и этот край. В результате у нас получается вот такой вот со всех сторон красивый гексагон. Все то же самое делаю и с остальными своими гексагонами. Когда доходим до последней стороны, здесь у нас 2 уголка надо. Ну, в принципе, все то же самое, что и в остальных. Прихватываю уголочек. И иду к следующему. Заканчиваем, делаем узелок. У меня тут нитки совсем мало. Его, в принципе, и так не видно. Но если обрезать нитку, может хвостик торчать. Поэтому я нитку прячу внутри своего сэндвича. Потом уже только обрезаю. Вот такие в результате получились у меня 7 гексагончиков. И теперь я могу их сшивать между собой. Я беру вот так вот, складываю. Обратная сторона у них у всех вот совершенно обычная, без шовчиков, без всего. Беру, складываю 2 стороны и просто сшиваю ниткой с иголкой. Можно, конечно, сшить зигзагом поверху, просто вот зигзагом на машинке. Но все делалось вручную, поэтому я уже тут тоже решила сшивать вручную, чтобы уже не было лишних швов сверху. Вот. Ну и как бы считается, что гексагоны вручную надо сшивать. Я, правда, в ближайшем будущем покажу вам машинную сборку гексагонов. Это по-быстрому получается вообще. Но там совершенно по-другому все выглядит. Так. Это сшили, эту сторону. Теперь можем пришивать вот эту, например. Я даже, видите, нитку не стала обрезать, потому что у меня все равно дальше идет следующий гексагон. 2 стороны сшили, теперь у нас 3-я на очереди. Берем вот так вот, складываем и тоже сшиваем. Чем мне нравятся вот эти гексагоны, что они сами по себе уже как бы сам по себе вот один гексагон, он уже законченное произведение. Хотите, сделайте таким образом подставки под чашки, да. Ну, конечно, не белые, белые жалко заляпывать, а вот сделать, если из более темной ткани, то и нормально. Потом сшили вот эти 7 штук, получилась салфетка. Надо вам, пришло еще желание, да, таких же гексагонов наделать. Наделали еще, приделали побольше, получилась дорожка на стол. Как только у вас появится желание еще их поделать, всегда их можно приделать сюда же, пришить, и они будут на месте на своем, хоть до размера покрывала. Добавляйте и добавляйте. И уже при этом задняя часть вот эта вот, она уже будет сделана аккуратно, красиво, и все будет в порядке сразу. 3 гексагона я между собой сшила и продолжаю в том же духе, пришиваю остальные, пока у меня не будут сшиты все. Я соединила все свои 7 гексагончиков. Вот так вот получилось. Правда, они, вот когда по отдельности, они похожи на имбирные пряники. Прямо так и хочется их съесть.
По-моему, очень симпатичная получилась салфетка. Но я вам показываю именно, как сделать, вообще соединить их, как сами гексагоны сделать. А продолжать можно до бесконечности. Было бы желание, и вот два цвета тряпочек, да, и один цвет ниток здесь у меня использован. В принципе, с собой очень удобно, когда куда-то едете, где нет машинки. Нарезали вот этих гексагончиков, взяли с собой и в свободное время развлекаетесь рукоделием. Если вам понравилось это видео, было полезно, то ставьте лайк, пишите свои комментарии. И спасибо всем, кто досмотрел до конца.